Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами плетением вот такого необычного узора треугольного. Для него нам потребуется с вами отрезать 6 нитей от 150 до 200 сантиметров длиной. И для начала мы должны взять вторую нить с краю любого и начать оплетать первую вот таким вот образом, как показано на видео, с лицевой стороны. Далее мы с вами держим 2 первые нити и третий опять оплетаем таким вот образом один разочек. Берем далее четвертую нить, оплетаем уже 3 нити, потом пятую, шестую, также оплетая. А далее нужно будет нам сделать один такой чудесный маневр нитью. Шестой, вы сейчас увидите его на видео. Думаю, что вы с ним сталкивались, когда нужно создать крепление из нити, когда полукруг, например, панно, если плели, вот сейчас наступает этот момент, мы сзади, видите, заводим нить и продеваем опять в нашу петельку. А сейчас нам нужно будет сделать все то же самое, только вниз как бы спускаться ступенями. Мы берем, получается, пятую нить, но заводить будем с изнаночной, да, с задней стороны такой заводим нить и продеваем в петельку. Это пятая нить. Далее четвертая, третья, вторая, первая нить. Все это доступно, понятно на видео. Думаю, вы поймете. Если возьмете нити тут же попробовать, то вообще получится, я думаю, у вас только так, потому что вполне легко он выполняется, этот узор, и его можно повторить просто на раз-два. Когда мы с вами проделали первый треугольничек, то второй делаем точно так же. Второй нитью окутываем первую нить, потом третьей нитью окутываем 2 первые нити и так далее. Продолжаем. И, кстати, у меня такой к вам вопрос. Я совершенно не знаю, как называется данный узор или как его назвать, но когда я только сплела его впервые, мне очень сильно то ли было голодно, то ли что, но мне показалось, что это очень похоже на чебуреки. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, наверное, видели, как я засняла историю, просто посмеялась, и многие заметили сходство с чебуреками, но, в общем, я думаю, что это все-таки треугольнички, да. Мы проделываем с вами одну вот эту вот линеечку. Их можно сделать сколько угодно в зависимости от того, какой длины будет ваша веревка. И также можно будет перейти ко второй. Я на видео вам покажу, как она будет плестись. А пока что мне бы еще хотелось высказать такое, что мне кажется, такими треугольничками можно делать, вот знаете, на панно обычно делают по бокам такие репсовыми узлами диагонали. И вот можно было заменить вот эти вот диагонали, соединяющиеся в центре, как раз-таки вот таким узором, потому что он тоже круто смотрится. И я, кстати, ни на одном панно еще не видела такого узора, чтобы он сбоку, вот так вот по бокам, точнее, опоясывал. Мне кажется, нужно придумать мне такое панно, которое будет олицетворять все мои просто вкусовые предпочтения. Знаете, чебуреки в центре, еще что-то. Вот. Ну, надеюсь, что у вас все получается, и вот эта моя болтовня вам не мешает. Вы вполне видите, как он плетется. Это с одной стороны. Ну, с другой, как я уже сказала, все то же самое. Просто выглядит очень так симпатично и по-новенькому. Свеженький такой узорчик для вас.
Ну вот мы с вами закончили и вторую такую полосочку с нашими треугольничками. Посмотрите сейчас, как их можно соединить легко. Я сначала делаю такой репсовый узелок, а далее продолжу плетением, когда ты в одну сторону как раз заводишь нить и продолжаешь так делать много-много раз, и у тебя она закручивается. Не витая цепочка, потому что витую цепочку мы используем 2 боковые нити, а тут одну берем нить и как бы опоясываем. Это такой оплеточный узелок, который тоже создает у нас такое, как это, завитушку, но у вас будет идти вот эти узелки, линия, которая показывает, где узелки, она будет одна. Когда витую цепочку мы плетем, то этих линий 2, да? Надеюсь, что вы меня понимаете и знаете всю эту разницу. Если не понимаете, то посетите, пожалуйста, мой онлайн-курс. 2 занятие точно. Там все объясняется, показывается, вы увидите, в чем различие того, что я говорю. Ну, как вам узорчик? Буду рада комментариям, подписке на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео.